çektim kından, ah kamayı çektim kından. Gel yakından, yakından gel ya. Deli kazak ile olur. Bahadır babamız kıymet tebedi dolamız. Tıbır uyandı kazak salamız salam. Zırra babamla manamla kalma ciğerimle koyma. Suna tüfildin nagamim var idin adardi. Тюрки. Кто это такие? Почему в последнее время это слово упоминается все чаще? Какой религии они придерживаются? Какие страны входят в состав тюркского мира и откуда вообще произошли они? Тюрки. Сегодня я попытаюсь в подробностях ответить на эти вопросы, поэтому настоятельно попрошу вас досмотреть это видео до самого конца, чтобы не пропустить самые важные и интересные моменты нашего фильма. И все-таки, кто же они? Тюрки. Приятного просмотра, друзья! Eskirgene eski gele zamanlarım Toy var üyde lampa yarık kaytkanı Toynu yes. В настоящее время в мире проживает от 170 до 200 миллионов человек, которых связывает нечто большее, чем религия или схожие жизненные уклады. Тюрки – это в первую очередь языковая общность, то есть языки этих людей имеют тюркское происхождение. Да, вы наверняка замечали тот факт, что, например, люди, которые говорят на казахском языке, они часто понимают людей, говорящих, например, на турецком языке. Дело в том, что данные два языка являются тюркскими. У вас наверняка возникает вопрос, а где находится родина тюрков? Откуда они взяли свое начало? На самом деле, ни один историк до сих пор не может конкретно ответить на этот вопрос. Все дело в том, что народы, которые входят в тюркскую языковую группу, они имеют разное этническое происхождение и разную историческую судьбу. Некоторые эксперты говорят нам о том, что тюрки появились в России, а именно в Сибири, на Алтайско-Саянском Нагорье. Другие специалисты пишут о том, что родиной тюрков считается Казахстан. Также есть мнение, что исторической прародиной древних тюрков является Южный Кавказ. Вообще можно долго спорить об этом, но если человек вас уверяет, что тюрки появились в конкретном месте, то данный человек явно вводит вас в заблуждение, ведь про данное место не знают даже ученые до сих пор. Sanamdı ғана айтса мейір бұлыт Адүйне кетер оқшыдым менен санатыма айтар егім бұлыт Jirva taslap her ne bağrı saz etkin Jigitlerden kevrin behere jaz etkin Kaşın kalıp jirva bağlamaz etkin. Если говорить про конкретные цифры и страны, по которым распределились и где сейчас проживают представители тюркских языков, то здесь есть конкретная информация. Самое большое количество тюрков проживает, конечно же, в Турции, а именно около 77 миллионов человек, огромное число людей. Вторым по списку идет Узбекистан, в котором проживает около 31 миллиона представителей данной языковой группы. Далее идет Иран. В Иране проживает до 20 миллионов тюрков. В Казахстане живет примерно 14,5 миллионов тюрков. На территории огромного Китая проживает около 13,5 миллионов тюрков. В России их число достигает 11 миллионов. В Азербайджане более 8 миллионов тюрков. Дальше идет Киргизия и ее 6 миллионов, а за ней следует Туркменистан, в котором можно найти 5 миллионов людей данной языковой группы. В Европе в целом проживает около 7 миллионов тюрков, но и в остальных странах мира их насчитывается десятками и сотнями тысяч людей.
Конечно же, один из главных вопросов, который возникает при упоминании тюрков, это их религиозная принадлежность. Конечно же, если вы слышали страны, которые я перечислял ранее, то нетрудно догадаться о том, что большинство тюрков являются мусульманами. Однако в данной языковой группе людей есть и православные христиане, и иудеи, и буддисты, и даже шаманисты. Поэтому считать, что все тюрки являются мусульманами, это неверное предположение. Кстати, изначально раньше большинство тюрков исповедовало тенгринианство. Это уникальное языческое мировоззрение. Название берет корень от имени бога неба – Тенгри. Согласно легенде, небо и земля соединились воедино, что стало причиной образования хаоса. Тенгри властвовал над небом, а Эрлик над загробным миром. Его изображали как существо с головой быка и 3 глазами. Этими глазами он мог видеть прошлое, настоящее и будущее. Эрлик воспринимался как злое божество, насылающее беды. У Тенгри была жена Умай, покровительствующая матерям и роженицам. Удивительно, но ранее тюрки считали себя потомками волка, изображая животное на символах, относящихся к тюркским государствам. Первое упоминание о представителях данной языковой группы было сделано аж в V веке в китайских летописях и относится к 542 году. Само же слово, как предполагается, произошло от слова «торук» или «турук», что с большинства тюркских языков можно перевести как «стоящий прямо» или «крепкий», «устойчивый». Однако, также есть версия о более вероятном происхождении термина от слова «туру» – установленность, законность, и об обозначении так народа, находящегося под управлением тюркского кагана. Также есть версия, что слово «тюрк» на древнетюркском языке означает «достигший расцвета», «могущества». Слово «турки» широко употреблялось для обозначения народа Сельджукской и впоследствии Османской империи. Предки современных турок, узбеков и казахов внешне имели монголоидные черты лица. Есть и другие исторически доказанные особенности их отношения к монголоидной расе, письменные источники, соотносящие тюркские языки с языками монголоидов. Современные тюрки внешне далеко не всегда монголоиды, это чаще всего смешанный тип, как, к примеру, башкиры и татары, туркмены. Азербайджанцы также не обладают ярко выраженными монголоидными чертами. Дело в том, что когда-то произошло смешение этносов, и черты лица тюрков стали более разнообразными. Сейчас, пожалуй, нельзя определить с виду, кто точно принадлежит к этой группе людей. По одежде тюрки в древности могли определять статус. Наряд указывал на сословие и семейное положение. Головными уборами в зимнюю пору служили меховые шапки, имеющие явное сходство с современными ушанками.
Летом надевали войлочный колпак. Обыкновенной верхней зимней одеждой являлось подобие шубы – меховой кафтан. Представители богатых сословий носили меха ценных пород животных, а небогатые – одежду из бараньего меха. Тюрки всегда с большой любовью относились к халатам, толстым и утепленным, имеющим длинные рукава. В такой одежде тепло, удобно ходить и скакать на лошади. Основными материалами для ее изготовления служили шерсть и шелк. В качестве штанов – шаровары. Украшать одежду могли самыми разнообразными способами. Тюрки, жившие близко к Китаю, использовали вышивку в виде драконов. Большое значение имела манера застегивания платья. Изображения, найденные на каменных изваяниях, указывают на запахивание на левую сторону. Что именно говорила манера застегивания, остается загадкой. Однако, по особенности запахивания, видно, что такой процедуре уделяли много внимания. Верхнюю одежду перетягивали поясом, реже использовали ремень. Сапоги были без каблуков, слегка загнутыми вверх носками. Чтобы утеплить их, пользовались специальным чулком. Can bəxtiyəm biçir gülmez Bugün boyuna hadi sendek Betini bayit olşurum Mercinnenin akılından Kılday soğunu duydum şurum Внутренняя Азия и Южная Сибирь – это малая родина тюрков. Считается, что именно отсюда тюрки стали распространяться по всему миру на протяжении 2 тысячелетий. Люди данной группы постоянно мигрировали. Тюрки традиционно занимались кочевым скотоводством. Кроме того, они добывали и обрабатывали железо. Ведущие оседлый и полукочевой образ жизни, тюрки в среднеазиатском междуречье в VI веке образовали Туркестан. Тюркский каганат в 603 году был разделен на 2 самостоятельных каганата, в один из которых вошли современный Казахстан и земли Восточного Туркестана, а другой составляли территории, куда входили нынешняя Монголия и Северный Китай и Южная Сибирь. Отчасти Золотая Орда являлась тюркским государством, распавшимся потом на автономные ханства. Тюрки всегда были кочевниками. Их традиционное жилище – юрта, стены которой делали из войлока. Этот материал представляет собой спрессованную шерсть. Основу юрты составляет деревянный каркас. Чтобы собрать обычную юрту, требовалось всего 3 человека и 1 час времени. В разобранном виде юрты перевозили на большие расстояния. Устраивать юрту было принято только на солнечном месте, подальше от деревьев. Дверь устанавливали так, чтобы она была обращена на восток. Это позволяло солнечному свету проникать внутрь, образуя солнечные часы. Стрелка формировалась благодаря особому положению жердей. Юрты делили на мужскую и женскую части. Обычно слева всегда располагались мужчины. Здесь были расставлены вещи, оружие, инструменты и инвентарь для управления лошадью. В женской части хранили посуду, вещи детей, бытовую утварь. 당하라가 도벌보
Сейчас можно говорить о том, что тюрки – это многочисленный народ, имеющий за плечами огромный жизненный опыт, накопленный поколениями. Сейчас их общность насчитывает огромное множество людей, расселившихся по всему миру. Они оказали огромное влияние на мировую историю и другие народы. Тюрки создали уникальную культуру, главной особенностью которой стала мифология. В зависимости от районов проживания разные представители народа имели различные мифы. Например, для жителей Кавказа, Крыма и Западной Сибири было характерно почитать волка, а жители Поволжья и Урала имели целый ряд богов. Долгое время сохранялись верования в домового Бичуру и в сказочное существо Шурале. У представителей Саяно-Алтайского сообщества до сих пор остался развит фольклор и вера в духов. Средневековые тюрки на самое важное место в жизни ставили семью. Огромное значение придавали старшим, в которых видели наставников и учителей. Эта традиция до сих пор соблюдается во многих современных тюркских семьях. Сохранился и другой обычай – проведение собраний, которые называют вечерами отдыха. Собрания начинаются с поздней осени и продолжаются до наступления весны. На встрече собираются мужчины одного возраста из одного села или района. В ходе собрания ведутся беседы на светские темы. Обычно участников объединяют общие интересы. В ходе собраний можно использовать песни, танцевать, показывать кулинарное мастерство. Все мужчины выбирают судью, который должен внимательно следить за участниками, чтобы те не нарушали правила. Конечно же, мы не можем не сказать про еду. Чем же принято питаться у тюрков? Все представители тюркского народа едят плов. Это блюдо можно считать общенациональным. Тюркский плов готовится на бараньем бульоне. Рис поджаривают на сале, добавляют лук, морковь, вареную баранину. Все перемешивают и кладут в чашу с бульоном. В итоге получается подобие каши, которую долго настаивают. Такое блюдо называют палау. Есть палау полагается руками, а бульон выпивают из чашки. У многих тюрков на столе часто бывают молочные продукты, пшеница, различные виды похлебки, колбасы, лошадиные ребра. Живущие в Узбекистане тюрки любят шашлык, манты, имеют собственные рецепты приготовления фарша. В России хорошо знают пирожок самсу, многие пробовали лагман. Эти блюда тоже часто употребляются тюрками. Характерным напитком для тюрков является кумыс. Также сохранилась традиция просить руки невесты у ее родственников, которые могут отказать. Свадебный обряд может занимать 3 дня. За день до начала торжества привозят молодого бычка, у которого на рогах завязывают белый платок. В день свадьбы платок снимают и повязывают на голову невесте. Приданное принято дарить в сундуке. Именно с его открытия начинается пиршество. Приданное дарит не только жених, но и невеста. Первый день завершается обходом вокруг костра, что символизирует очищение. Такой обряд должен принести счастье и спасти от невзгод. На следующий день принято начинать знакомство с родственниками супругов. Конечно, они узнают друг о друге еще до свадьбы, но по сложившейся традиции гости обязательно должны отведать угощений и пообщаться с молодоженами.
Komuzu çığa sağ bolu koy deb aytkanı Toynu esti dünya görgeni kart kişi Komuz çığa sağ bolu koy deb aytkanı Друзья, а теперь я хочу узнать конкретно ваше мнение. Вы могли бы назвать себя представителем тюркского народа? Давайте посмотрим, много ли тюрков посмотрят это видео. Напишите в комментариях под этим роликом, откуда вы родом. Обязательно поделитесь этим видео с друзьями. Им наверняка также будет полезно узнать, откуда появились тюрки. Если вам правда понравился наш небольшой фильм, то дайте нам об этом знать с помощью ваших лайков и комментариев, и тогда мы будем делать на нашем канале подобные интересные исторические фильмы. Самое главное, чтобы больше никогда не пропускать наши свежие ролики, не забудьте подписаться на наш канал Азия Фильмс. Спасибо, что вы присоединяетесь к нам, и всего вам хорошего.